Здравствуйте, друзья мои! Сегодня новый день и другая история. Успешно локализовав очередной лесной пожар, мы вернулись на табор, где нас ждал уже разложенный костер, поставленные палатки, горячий чай и вкусно пахнущий ужин. В лесу всегда и трава зеленее, и воздух чище, и еда вкуснее, и истории интереснее. И да, и лес таит в себе очень много интересных растений, которые благоприятно влияют на здоровье человека. И я всегда вас приглашаю в свой чат о здоровье силой тайги, ссылка на который находится под видео. Вы присоединяйтесь и будьте здоровы. А сейчас мы расположились у костра и начали вспоминать, что нам рассказывали на предыдущих стоянках нашего табора, что бы мы еще хотели послушать, о чем, как. Разговорились насчет охоты, как охотники с нами делились там и продуктами, и историями, конечно же, своими. Мы всегда просим рассказывать об этих местах какие-то истории. И с нами в команде был человек, который писал о нашей работе. Я так и не понял, то ли он из какой-то газеты, то ли из какого-то журнала. В общем, он описывал те действия, которые мы производили в результате своей работы. И он тоже вызвался, что, ребята, я, говорит, тоже мне есть что рассказать. Я как-то однажды участвовал в зимней охоте с охотниками Манси. Мы с интересом, конечно же, давай послушаем. Нам все очень интересно. И он начал свое повествование. Я вам расскажу от первого лица, с вашего позволения. Он начал с того, что как ехал в вагоне и слушал, как ритмично постукивали на стыках километров за километром колеса. Он сидел в купе, предаваясь мечтам, какая же будет все-таки охота, потому что он еще ни разу не участвовал в зимней охоте с настоящими охотниками-промысловиками. В прошлом году на одном из бесчисленных притоков Оби я оказал услугу одному охотнику. Он перевернулся в облазки. Это такая лодка, выдолбленная из цельного дерева, как каноэ у индейцев, если кому-то будет понятнее. И утопил свои припасы. А главное, что все патроны. На мелкого зверя пушного промысловики ходят с мелкокалиберной винтовкой. Наш поход близился к концу, и мы отдали Митяю, так звали этого человека, потерпевшего аварию, отдали свои патроны, соль, сахар, муку. Тогда-то вот от него и поступило предложение сходить на зимнюю охоту. Мы с ним оговорили время, место встречи, и вот теперь я еду до этого безымянного разъезда, где меня будет ждать упряжка. Ехал я в хвосте поезда и, выйдя из вагона, увидел только одиноко маячившую впереди фигуру дежурного по разъезду. Меня никто не встречал. Делать было нечего, и, тяжело вздохнув, я направился в вокзал, похожий скорее на избушку на куриных ножках из сказки такая, готовясь к ночевке. Что делать, раз не встретили? Буду спать на вокзале. Я уже приближался к вокзалу, как вдруг на перрон вышла немолодая, уже мансийская, лет 30, наверное, женщина. Ткнув рукой в мою грудь, она промолвила всего одно слово: «Тимур?» Я утвердительно кивнул головой и стал спрашивать ее: «А где Митяй?» Она молча выслушала мою тираду, молча тронула за рукав, приглашая следовать за собой. Я пробовал ей что-то говорить, но скоро понял, что она либо не знает языка, либо немая. Немой она не может быть, потому что она меня назвала по имени, скорее всего, не знает языка.
Звали ее Рая, это я уже впоследствии узнал. Она подвела меня к нартам, в которых было впряжено 12 ездовых собак, достала сверток и подала его мне. В свертке оказался полный набор зимней одежды охотника Манси. Переодевшись в вокзале, я вернулся к нартам. Рая подала мне ружье с патронами и жестом приказала садиться в нарты. Вожаком упряжки был старый одноглазый кобель с широкой грудью и мощными лапами. Он умело вел упряжку, подчиняя сородичей своей воле. Собаки были все как на подбор, настоящие ездовые с длинной шерстью и развитой грудью, сильными ногами. Дороги никакой не было, но собаки шли ходко по неведомой мне тропе, и часа через 3 Рая остановила упряжку у развесистой ели, привязала нарты и подала мне топор. Через 10 минут костер уже жарко пылал, пожирая белый снег в котелке. Бросив собаке по небольшой рыбине, Рая достала 2 куска мороженой вареной оленины. Один кусок она подала мне, а во втором сделала небольшие отверстия ножом и, надев его на палку, сунула в пламя. Я последовал, конечно же, ее примеру, и получился такой своеобразный шашлычок. Выпив по кружке горячего крепкого заваренного чая без сахара, мы отправились в дальнейший путь. Сколько времени прошло, я не знаю. Снег становился все глубже, приходилось слезать с нарт и бежать за упряжкой. Собаки все чаще стали сбиваться с ритма и бега. Я знал, что ездовых собак, как и лошадей, тоже можно загнать, и нужно было где-то найти место для отдыха. Вот Рая свернула в небольшой ложок, вручила мне топор, сама занялась собаками. А когда костер разгорелся вновь, жестом пригласила меня следовать за ней. Срубив небольшую елочку и приготовив стежок длиной в мой рост, подала мне топор и, показав обе руки с растопыренными пальцами, пошла к костру. Я сперва не понял, а потом догадался, что мы готовимся к ночлегу, и мне необходимо изготовить вот 10 таких же колышков для установки тента. Только к полудню 7 суток мы прибыли к одиноко стоящей избушке в глухой Обской Енисейской тайге. Но за эти 7 суток я познал таежную жизнь куда больше, нежели бы прочитал не 7, а даже 77 книг о тайге. Прибыв в избушку, Рая принялась ворожить над железной печкой, а я уже без ее подсказки пошел искать сушину. Поужинав, Рая взяла меня за руку и вывела из избушки. Начала показывать свое нехитрое хозяйство. Это был склад для продуктов, склад для охотничьих снастей. Она показала мне 2 пары лыж. Одни без меха, а другие подбитые мехом. Интересно, наверное, было наблюдать со стороны, как 2 взрослых человека молча осматривают хозяйство. Один тыкает пальцем, а другой согласно кивает головой или вопрошающе смотрит на того, кто тыкает пальцем. Затем Рая подала мне кусок лепешки, позвала с улицы одну из собак и несколько раз повторила слово «ург». Я понял, что так звать собаку, и, угостив лепешкой, стал гладить ее. Обнюхав меня, ург положил голову на колени и уставился на меня умными и преданными глазами. Выпив кружку холодного чая, я через несколько минут уснул. Каково же было мое удивление, а вернее скорее даже страх и испуг, когда, проснувшись на следующее утро, я не обнаружил ни Раи, ни упряжки, и только свернувшись в клубок у входа в избушку, дремал преданный ург. «Ничего себе!» — сказал я себе. Немая завезла куда-то не на 100 километров в тайгу и бросила. Блин, что же делать-то? Конечно, можно было, надев лыжи, устремиться по следам за ней, ну или на худой конец, взяв урга на поводок, пойти за ним, он все равно приведет домой, как бы там ни было. Но это значит показать свою трусость и выразить недоверие. А как я уже убедился, что Ханты и Манси страшно не любят недоверия. Они
безукоризненно честны, и в их лексиконе даже нет таких слов, что украсть, обмануть, соврать. Они не любят ни трусливых, ни лживых людей. Пришлось вспомнить, я в детстве когда-то читал одну книгу про Робинзона, и вот мне пришлось стать таежным Робинзоном. Взяв небольшую палку, я нанес на ней 6 черточек и 1 крест. Крест обозначал воскресенье. Позавтракав сам и покормив собаку, облачась в полное охотничье снаряжение, я отправился на свой первый зимний промысел. День оказался удачным, урк работал безукоризненно, и мне удалось подстрелить несколько белок и даже одного соболя. Вечером, при свечке, которых я взял с собой огромное количество, я сел за дневник. Ох, и понаписывал я там. Второй день моего одиночества был похож, скажем так, на первый, как 2 капли воды. Вновь около десятка, наверное, белок. Соболей нынче не получилось добыть, но зато пара крупных глухарей. Как всегда, вновь нехитрый ужин, дневник, зарубка на палке и мертвецкий сон. На 3-й день настроение начало падать, охота оказалась неудачной, и уже часа в 2 я направил свои лыжи к избушке. И не доходя, наверное, с километр, я увидел, как урк обнюхивает какую-то чужую собаку. Сердце радостно забилось, наконец-то одиночество кончилось. В избушке, к моей радости, меня ждала Рая и Митяй. Они приехали на 2 упряжках, привезли много свежей оленины, боеприпасов, рыбы, муки, соли, в общем, полностью под завязку. Завтра Рая должна увезти обе упряжки в юрту, так как кормить такую ораву собак невыгодно, слишком много нужно завозить корма. И по случаю такой радостной встречи я достал фляжечку со спиртом, коробочку конфет, и мы устроили такой торжественный ужин. Занимались промыслом мы ровно 3 недели. Добыли много белки, несколько соболей, куниц, горностаев. В общем, охота была интересной и продуктивной. Митяй по каким-то почти вообще незаметным и неведомым признакам находил зверей. А как он метко стрелял. И вот я на что еще обратил внимание: у себя в юрте и вообще в обычной жизни он почти не выпускал трубку из зубов, все время курил. Здесь же на охоте вот за эти 3 недели он не закурил ни разу. А я вообще не курящий. Свободного времени почти не было. Все светлое время суток мы находились в лесу, да и вечер был плотно расписан. Надо приготовить ужин, завтрак, снять шкурки. Правда, очень часто, когда мы занимались снятием шкурок, Митяй говорил мне: ладно, все, иди заканчивай, иди пиши свой дневник, я доделаю. И между нами буквально с первого дня установились самые дружеские отношения. Обязанности распределялись сами собой. Сегодня один делал одно, завтра другое. А потом роли могли измениться. И самое главное, что чаще всего это происходило молча. На этом рассказ наш друг закончил, а я поймал себе на мысли, что да, ведь действительно, я думал, только у нас в команде происходит так, что вот, допустим, приземляясь, мы, прежде чем разбить табор, кто-то один начинает готовить место для костра, и мы уже все без слов понимаем, что этот человек остается на таборе, а мы идем на кромку. То есть мы локализуем пожар, а он тем временем раскладывает костер, ставит палатки, готовит ужин, чай и прочие дела. И работая в команде, также, если один что-то начал делать, то другой уже это не повторяет, а делает совершенно уже другое, но нужное в одном русле дела. И я думал, что это только у нас, потому что мы сработались, и у нас уже все так слажено. А оказывается, нет. И у других людей в тайге тоже все происходит без слов. Наверное, лес открывает какой-то иной портал общения между людьми.
и они понимают друг друга без слова. Лес — это вообще удивительное место. И, как я уже говорил, огромный источник здоровья. Я под видео, я говорил ранее, оставил ссылку на мой чат о здоровье с силой тайги. Вы присоединяйтесь и будьте здоровы. Ну а пока подписывайтесь, пишите комментарии, плохие, хорошие, неважно. Самое главное, что мы будем общаться, а будем общаться, будем жить. Историй много. Мы будем с вами собираться в этого костра на таборе, слушать истории, петь песни, читать стихи, в общем, проводить приятно время. Ну а пока.